привет! Вы на канале Яся ТВ. И мы сегодня будем говорить про пруд с рыбками. Да, мы поставили пруд. Значит, пластиковые пруды, наверное, все видели, вот эти корыта черного цвета. Их вкапывают, но у нас их негде вкопать. И мы расскажем, как мы его сделали на асфальте. И вы себе спокойно можете такое же самое придумать и устроить себе красоту. Для этого ничего толком-то много и не надо. Корыто просто обнести каким-то экраном. Купите самую простую вагонку, деревянную там. Нарежьте нужной длины. И с обратной стороны вкрутите саморезики. И проволочкой свяжите так, чтобы они вот двигались, эти все секции. И обнесите свой пруд, на него просто поставьте, на этот заборчик. Вот оно, наше корыто. Оно стоит у нас здесь. У вас оно может быть вкопано или такое же наружнее осенью убирать применение. Оно страшненькое, конечно, у нас уже 4-й год. Кто знает, чем это отмывается, пишите в комментарии, будем благодарны. Вот набрали мы воду. Сейчас она у нас недельку отстоится, потому что мы с колодца брали. И вот сейчас уже у нас такой вид. Значит, первое, что мы сделали, раз у нас он не вкопанный, мы поставили экран. Не успел их покрасить. Они у нас уже 4-й год стоит. Экран нужен для красоты. И так как его раздувает от этой воды величины, он еще и держит. Если саморезами, но это... Так, и 1-й год я сделал вот такой. Купил его недавно по дешевке. Вот досталась мне такая трава, секции. Я их собрал. Поставил на кирпичи и прижал их камнями. То есть под ними там еще такое расстояние. Получился как будто донный фильтр. Раньше просто стоял насос. Там стоит насос, который у нас шел на лампу и на фильтр, но мы еще и не установили. Насос у нас стоял вот такой вот, 40 ватт до 2 метров. В принципе, на такой литраж можно и поменьше. Вот посмотрим, как поведет себя эта трава и что получится с ней. Наш известковый налет уже не сильно напрягает, когда он в воде. Она еще будет чуть зеленоватая. Но, конечно, не полностью зеленая, у нас же все-таки фильтр будет стоять. Итак, фильтр. Может, он не претендует на супер кристальную очистку, разве что на оригинальность. Но за 4 года в течение сезона лета я 1 раз всего лишь его промывал полностью. И то потому, что не уследил, дроссель сгорел на лампе. А так его вполне хватает для очистки моего пруда 750 литрового. Значит, лампа, фильтр, насос. Вот вся система. Насос я вам показывал. Лампа у нас будет вход снизу. После лампы идет сюда. Вода поднимается и идет на нашу миниатюрный водопад, горку. Значит, что нам нужно? Я взял обычную бочку 35-литровую. Желательно с широким горлом, чтобы легче было маневрировать там. Вход сверлимся. Вам нужен сгон с 2 гайками и резиновыми шайбами. Закрепить его с 2 сторон, чтобы не было протечки. Для душа, конечно, лучше не использовать здесь. Половина закрывает сам этот вот краник. Надо сквозную взять. Опять же, вот здесь у нас будет вход на быстросъеме.
Снял быстросъем, ведро чачи вылил раз в недельку, раз в 2 недели. Выход у нас с самотеком сверху. Берете обычный самый дешевый сифон, кухонный. Видно, нет? Закрутили. Здесь у меня приложится камнями, будет водопадик. Итак, чем же я его заполняю? Для того, чтобы собиралась чача, ставим кирпич, коврики свистнул возле дверей себя. Если вы наберете в ютубе в поиске фильтр из бочки, очень много там всяких видео интересных, но у всех идет подача сверху. Люди мучаются крышки, герметичность. Я еще раз повторяюсь, мне, когда его проектировал, хватило вот этого. Может, на больший объем прудов и надо, а когда вот маленькая, меньше затрат, меньше усилий, и система работает. Итак, идемте на улицу, потому что все мокрое. Дальше у меня идет мешок с керамзитом. Бактерии любят керамзит. Это те же керамические кольца. Это я купил пару коробочек. Тут и шарики пластмассовые, и вот эти вот кольца, где они любят жить. Ну и заодно и в керамзите они, конечно, живут. Итак, вот получается первый слой. И дальше обычные сетки из-под картошки. Не знаю, надо, не надо. Кидаю чуть щебенку. И еще сеток. Сеток, как видите, много. За зиму собирается хорошо. Здесь у меня еще немножко угля здесь активировано. Тоже пусть будет. И маленький грузик, чтобы сетка не всплывала. Все. Почему взяли сифон? Потому что выход должен быть шире, чем вход, диаметр, чтобы она успевала сама вытечь. Герметичность нам не нужна, она успевает вытечь. Все. Фильтр готов. Теперь соберем бактерицидную лампу. Для чего нужна она? Ну, многие знают, кто не знает. Для чего она нужна? 90% известных бактерий погибает, проходя мимо лампы с водой. И также зеленые водоросли, с чем мы и боремся. Обычная китайская лампа бактерицидная служит 2 года. И проблемы с ними не знаю. Может, брендовская будет Остром, там, Нарва и Philips и служить подольше, но все равно, когда я ее вытаскиваю через 2 года, она вообще как пушинка становится, как будто стекло все уходит вместе с ультрафиолетом.
Так, раньше я делал, собирал их на вампирах. Вампиры это вот такие штучки, которые одеваются на трубу. Делаю я все на 50-й трубе. Таких видео много. То есть был вход воды, выход, концы лампы были здесь с помощью резинки выведены, чтобы не попадала вода. Система была вся замкнута, ничего не текло. В этом году я вообще хочу упростить. Вот я купил, значит, 2 тройника, муфту, труба в зависимости от длины вашей лампы и резинки 50 на 25 под стиралку, как их называют. Это входит в трубу, и здесь 25 диаметр. На все про все у меня ушло $7 за лампу и 5, даже не было, $5, грубо говоря, вот эта вся система. Плюс бочка за фильтр, это тоже $7. 7 плюс 7 плюс это $20, вся вот эта система мне вышла. Сколько стоит только лампа, можете посмотреть в магазинах интернет. Я думаю, что цена вас не обрадует. Что ж, нам сейчас нужно будет собрать это все, подогнать под нашу лампу. То есть отрезать кусочек трубы лишний. Длина должна быть, ну, чтобы железный наконечник у нас выходил где-то на миллиметр за лампу, за трубу. То есть сейчас система выходит еще дешевле, потому что эти вампиры тоже чуть денег стоят. Плюс надо сверлить, ставить их. Сейчас вообще раз, два. Резинки надо брать более-менее качественные. Так, выходы воды, раз у нас нет вампиров. И нашел еще даже резинки еще покруче. Сюда будет просто входить в шланг, наш вход и выход. Но так как шланг не идеальный, то есть он не круглый, нам надо его чуть раздать. То есть мы внутрь возьмем кусочек, отрежем и вставим его, чтобы его раздало. Чтобы он плотненько вошел в резинку, не было никаких пропусканий. Что ж, давайте отрежем нашу трубу. Прежде чем ее собирать, вытащите вот эти резиночки, потому что обратно потом тяжеловато будет. Кто не обладает дюжей физической силой, примерять туда-сюда, их проще снять. Маленькая ремарка. Оказалось, полуметровой трубы чуть-чуть не хватает. Я уже забыл, как делал. Я резал с метровой. Он пошел поменял. Доплатил еще 50 центов выросла себестоимость нашей лампы. Не страшно. С метровой мы сейчас отрежем сколько нам надо. Значит, выставляем первый. Даже можно, чтобы чуть кончик стекла выглядывал. Можно контролировать всегда, светится она или там дроссель сгорел. Так. И вот где-то до сюда она может у нас войти. Вот это надо лишнее отрезать. И заодно вот это на 3/4 у меня шланг. Наш, то, что тоже нам его надо срезать вот так. Отрезали, примерили. Нормально. Вставляем на место резиночки, смочим водой
и входную часть трубы, чтобы легче было. Если взять не такую длинную лампу, а есть вот пятнашки, скажем, бывают даже десятки Т8, толстенькие вот эти лампы, можно сделать себе такую же систему для аквариума. Потому что эта лампа реально помогает поддерживать воду в чистоте. Аккуратненько просовываем лампу в резиночку. И все. Еще раз повторю, вот этой 30-й лампы 30-ваттной хватает для однотонного, там полуторатонного пруда. Да, кто-то говорит, ее выключать надо, следить, сколько дозирования. Она мне работает сутки напролет, все лето. И рыбы никто не умирает, все здоровые. И вода всегда более-менее чистая. Осталось сделать входы и выходы. Все, лампа готова. Идем устанавливать. Эти можно будет развернуть, как нам будет удобно. Итак, вот мы все подключили, собрали. Значит, вот наш насос. Он оказался даже сильно мощнее, чем я думал. Пришлось ему сделать ограничитель в виде крана. Так, птичка, изыди. Итак, вход. Идет вода у нас сюда. Где-то пропускает резинка, но потом уже я переделаю. Так, выход с лампы пошел. Лампа вот всегда можно заглянуть. Она там светится. Выход сюда. Отсоединил, слилась, когда надо лишнее. Пошла сюда. И горку собрали. Просто как накидали камни друг на друга. У нас все равно это все съемное осенью. И дальше в декор уточки, водоросли. Фонарик. Фонарик на eBay стоит $10. На Алиэкспрессе дороже. Кстати, я вот заметил, что eBay в 40% дешевле товара, чем на Алиэкспрессе. Алиэкспресс что-то стал в последнее время дорогим. Если будете делать горку, я не знаю, вот люди делают себе пруд и ставят огромные высокие водопады. Выглядит это как какие-то курганы чингисхановских утырков возле лужи. В природе нет такого. Там или водопад высокий-высокий и огромное озеро снизу. Или вот такие вот маленькие, более естественно смотрятся.
Еще можно украсить вот насосик со специальной насадкой. Вот там самый маленький насос. Насадки продаются вот такого плана, скажем. Есть на большие, если увидите, это все в зоомагазинах или на каких-то строительных рынках. Там же, где вот такие тазики продаются для пруда. Вот здесь у меня разводка, дроссель, блок питания для светодиода. Вот это вот с фонарем. Так как у меня всю ночь работает, оно стоит на УЗО. Папа, что ты не сунешь камеру? Доставай. Вот кидаю 10 гуппи, а осенью собираю их штук 300. Все в очереди стоят с баночками, каждому по 10, по 20 домой. Всем любителям аквариумистам. Гуппи тут размножаются летом. Не знаю. Как живой корм. Блин. Вот прошел всего один день, и насколько вода уже стала прозрачной, кристально чистой. Пока-пока, подписывайтесь на наш канал. Думаю, вам понравится наш труд. Труд Вот. и труд. Да, этим видео мы хотели доказать, что эти корыта универсальные. И не только можно их вкапывать, а устанавливать на любой территории, где асфальт, украшать свое рабочее место, свой бар, кафе, ресторан, что у вас там есть. В принципе, они зимой-то все равно промерзают, и не обязательно даже вкапывать их, как вы видите. Ну все, надо кормить рыбок. Вам до свидания. Пока.